Приветствую, друзья! Чешская марка Java в этом году празднует свое 95-летие. В Советском Союзе мотоциклы этого производителя пользовались огромной популярностью. На протяжении многих лет СССР был главным рынком сбыта для именитой фабрики. После 1991 года для нее наступили непростые времена, как и для многих заводов, выпускавших не только мотоциклы, а также автомобили и автобусы. Но предприятие чудом пережило 90-е годы, хотя в то время производство мотоциклов резко сократилось. Предприятию удалось остаться на плаву и сохранить производство моделей оригинальной конструкции. Сегодняшняя продуктовая линейка Java даже шире, чем в 70-х или 80-х годах. Да, раньше под брендом Java делали отличные мотоциклы. Но что насчет современных моделей? Что они из себя представляют? Об этом я расскажу в этом ролике. Сразу отмечу, что Java выпускает в основном хорошо зарекомендовавшие себя классические мотоциклы, но в обновленном виде. И это действительно удивляет, что модели с узнаваемым дизайном все так же производятся, как и производились много лет тому назад. Но есть и новые модели, они в конце видео. В общем, не буду тянуть, поехали! Java 300CL. Дизайн этого мотоцикла вдохновлен эпохой знаменитой кивачки, двухтактных мотоциклов Java 250 тип 353 и Java 350 тип 354, выпускавшихся серийно с начала 50-х до первой половины 70-х годов. Характерные конструктивные особенности модели это всячески подтверждают. Java 300CL соответствует нормам выбросов Евро 5, имеет систему помощи при торможении ABS, но только на переднем колесе. Несмотря на то, что мотоцикл обладает классической внешностью, в нем установлена современная силовая установка с трансмиссией DOHC и шестиступенчатой механической коробкой передач. Мощность четырехтактного двигателя 23 лошадиные силы. Мотоцикл отлично управляется на скорости около 80 км в час. Разогнаться может до 125 км в час. Скорость не самая высокая, однако данная модель больше располагает к расслабленному стилю езды, учитывая его ретро-стиль. Вряд ли владелец будет выжимать из этого мотоцикла максимум его скоростных возможностей. Интересно, что собирается Java 300CL не только на заводе в Чехии, но и по лицензии в Индии на мощностях концерна Mahindra & Mahindra, местной компанией Classic Legends PVT Ltd. Индусам доверили производство не просто так. На этом рынке мотоциклы Java традиционно пользуются большим спросом. Да что там говорить, большинство мотоциклов чешской марки на сегодняшний день продается именно в Индии. За такой мотоцикл вне рынка Индии просят около 6000 евро. Можете рассчитать по курсу в своей валюте. Java 350 OHC. На сегодняшний день этот мотоцикл оснащается одноцилиндровым двигателем объемом 397 кубов, мощностью 27 лошадиных сил и пятиступенчатой коробкой передач. Кроме того, на сегодняшний день это единственный мотоцикл марки, оснащенный дисковыми тормозами спереди и сзади. Java 350 OHC соответствует действующей норме Евро 5. Эта норма предъявляет более высокие требования не только к лимитам выбросов, но и к безопасности эксплуатации. Новые модели Java 350 OHC комплектуются тормозной системой ABS и электростартером. Более низкая конструкция мотоцикла предлагает улучшенную управляемость и использование для мотоциклистов с низким ростом. Мотоциклы расходуют чуть более 3 литров бензина на 100 км. По сравнению с мотоциклами прошлого, изменений не так уж и много, но они есть. Речь идет об измененной задней вилке, заднем дисковом тормозе, новом применяемом масляном радиаторе и передней фаре со светодиодным источником света. Что касается дизайна, то он выходит из старой модели Java 350 тип 634, который серийно выпускался в 70-е и 80-е годы прошлого века. А такие элементы, как, например, выхлопная труба, по форме напоминают серию мотоциклов с четырехтактным двигателем Java 500 OHC. Помимо базового варианта предлагается и модель Java 350 OHC Sport, которая не имеет технических отличий, а только небольшие изменения в дизайне. Она выделяется только классической каплеобразной формой бензобака. Цена на этот мотоцикл установлена такая: базовая версия 6000 евро, версия Sport 6500 евро. Java 350 2T. Еще одна классическая Java, вдохновленная популярными мотоциклами давно ушедших десятилетий, когда чехословацкая марка была на пике своего развития. На сегодняшний день выпускается в 3 вариантах. Это модели Java 350 640 Style, Java 350 Style Military и Java 350 634 Retro.
Первая имеет более современный внешний вид, оснащается небольшим обтекателем и прямоугольной фарой. Вторая упрощенная версия с круглой фарой без обтекателя и окрашена в соответствующий названию зеленый цвет. А третья ретро-версия – реплика модели 634, серийно выпускавшейся в 70-х и 80-х годах. Отличия между версиями по большей части сводятся к дизайну. На эти мотоциклы устанавливаются 23-сильные моторы и дисковые передние тормоза, задние барабанные. Двигатель здесь классический двухтактный, воздушного охлаждения с двумя цилиндрами. Коробка передач четырехступенчатая механическая. Максимальная скорость ограничена на отметке 120 км в час. Модель Java 352T Style оценена в 5500 евро, а ретро-вариант стоит дороже – 6100 евро. Java RVM 500. Этот нетипичный для бренда Java мотоцикл изначально создавался в сотрудничестве с аргентинской компанией RVM для рынка этой южноамериканской страны. Сборка осуществляется не в Чехии, а на местном предприятии. Модель идеально подходит для дальних междугородних поездок, и стоит она недешево – около 7000 евро. Ее оснастили 470-кубовым двигателем мощностью 44 лошадиные силы. В паре с силовым агрегатом работает шестиступенчатая коробка передач. Скорость мотоцикла ограничена электроникой на уровне 150 км в час. Сначала продажи ограничивались только Аргентиной, но позже, после решения проблем, связанных с сертификацией и с высокими затратами на транспортировку, мотоциклы, теперь соответствующие норме выбросов Евро-5, начали продаваться и в Европе. Данная модель предлагается в двух модификациях – Adventure и Scrambler. Технически они практически идентичны, отличаются только дизайнерскими решениями. Версия Adventure нацелена прежде всего на людей, путешествующих на дальние расстояния. Она может им предложить соответствующий комфорт. Что касается варианта Scrambler, то его дизайнерской изюминкой является измененная выхлопная система, в которой доминирует стильный глушитель. Также стоит обратить внимание на одностороннее консольное крепление заднего колеса. Такой элемент конструкции используется в мотоциклах Java впервые. Java 350 CL Perak. А этот мотоцикл, обладающий стильным ретро-дизайном, собирается в Индии. Однако предлагается он и на рынках других стран, в том числе европейских. Напоминает винтажный Harley Davidson, хотя на самом деле создан по мотивам чехословацкой модели с таким же названием, серийно выпускавшейся сразу после Второй мировой войны. Хотя создатели современного Perak старались сделать его максимально похожим на мотоцикл из прошлого, технически он от своего предшественника ушел далеко. Он соответствует нормам Евро-5, благодаря четырехтактному одноцилиндровому мотору с жидкостным охлаждением с распределительным механизмом DOCS объемом 334 кубических сантиметра и мощностью 31 лошадиная сила. И хотя двигатель тут мощнее, чем в модели Java 300 CL, имеющаяся мощность используется не для достижения более высокой максимальной скорости, а для значительно лучшей тяги двигателя. Коробка передач шестиступенчатая, имеется ABS. Передний дисковый тормоз у этой модели дополнен задним дисковым тормозом. Стоит такая красота немало, чуть больше 7000 евро. Java 42. Это самый дешевый мотоцикл из всех представленных в этом видео. И он тоже собирается в Индии согласно лицензионному соглашению. И продается, насколько я знаю, только в этой стране, возможно еще где-то. Цена в Индии чуть больше $2000. Это такой бюджетный вариант, рассчитанный на небогатую индийскую молодежь. Что же собой представляет этот аппарат? Так как это мотоцикл для молодежи, он предлагает большой выбор вариантов окраски, в том числе двухцветные варианты. Внешне он весьма схож с моделью Java 300 CL, о котором шла речь в начале, но 42-й проще в оформлении. И как я уже сказал, цветов предлагает больше. Оснащается мотоцикл индийским одноцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением объемом 293 кубических сантиметра. Двигатель выдает 27 лошадиных сил и 28 ньютон-метров крутящего момента. Используется шестиступенчатая коробка передач, телескопические вилки спереди и газовые двойные амортизаторы сзади. На этом все, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте оценить ролик после просмотра и оставить свой комментарий. Также заходите на мой телеграм-канал, там тоже много всего интересного. Всего доброго, до свидания.